Да, человек там воюет с компьютерными рыбками какими-то там. Ты убил моего отца. Чувак, ты серьезно? Аквамену нужен труп. Так, Аквамен, он крут или бесполезен? Боюсь, никто смотреть. Ну что, привет, холодный мир, мой остров Атлантида. Аквамен с Джейсоном Момоа. Самая громкая премьера декабря. Фильм упрочили еще до выхода критики, больше 200 миллионов домашней кассы. После выхода критики эта цифра подросла еще больше, потому что критика была относительно неплохая для DC. Но нас-то не сильно интересует. Нас интересует, как Аквамен будет отмываться от всего того дерьма, что наворотил Зак Снайдер после «Человека из стали». Я водяной. Никто не водится со мной. Если коротко, то за счет дикой смеси из Аватара, Черной Пантеры, Тора, Властелина колец, Гарри Поттера, Индианы Джонса, Форсажа. Я опять все забыл. Может, по 5 записать, а? Да, давай, по 5. Давай. Если коротко, то за счет дикой смеси из Тора, Аватара, Властелина колец, Гарри Поттера и Черной Пантеры, Индианы Джонса, Короля Артура, Форсажа, Пятого элемента и Пират Карибского моря. Если подробнее, то тут мы знакомимся с двумя злодеями. Безжалостным наемником Черная Манта и младшим братом Аквамена Ормом. С первым мы встречаемся на русской подлодке, где, попутно дав леща еще зеленому Манте, Аквамен, по сути, убивает его отца. Разрешите подняться на борт? На подлодке Манта по заказу Орма, который готовит спектакль для своих подводных сородичей. Якобы сухопутные стали реальной угрозой и нужно совершить геноцид. Остановить его может только полукровка Аквамен. Для этого ему нужно понять, что он не просто полукровка, а волшебная полукровка. Да еще и с рыбами разговаривать. Прилететь в Асгард, в Атлантиду, причем по Радужному мосту. Устроить поединок за трон и проиграть. Отправиться с девушкой на поиски трезубца. Запустить сложный механизм капелькой пота со лба. Выжить в охренительной погоне по крышам. Стать королем, потому что только он может вытащить трезубец. Оседлать громадную тварь для вау-эффекта. И повести за собой армию падших. Прям как «Властелин колец». Аквамен — это пустое, шаблонное, никчемное... тубоженовщина. Ну, на самом деле, да. При всех этих обстоятельствах Аквамен не выглядит вторичным. Аквамен — это лучший фильм вселенной DC после «Человека из стали». Прям реальный степ-ап для всей DC Universe. Но если честно, это не так уж и сложно. Отличный экшен, сочная картинка, шикарная Эмбер Хёрд, харизматичный Момоа и классный саундтрек из хип-хопа и электронщины. Мне понравилось. Да, мне тоже. Все органично, без жестких фейспалмов, отлично работа Джеймса Вана. Но это же DC, тут всегда есть где разгуляться. О, да. У фильма целых 6 сценаристов, и эта зловещая шестерка знатно поиздевалась над злодеями. Во-первых, сколько их? Злобный братишка с претензией на престол, который все хочет выяснить с помощью поединка, и пират с технологиями, который не особо-то и нужен сюжету. Но есть еще пара человек, с которыми не все ясно. Они здесь вроде как хорошие, но вы только посмотрите на эти лица. Почему подводный король Дольф Лундгрен сам с советскими военными не договорился? А Уильям Дефо? Такого у тебя нет. Даже удивительно, что он в итоге предал Орма, а не Аквамена. Провались, Человек-паук. На самом деле злодеев двое. И если с Ормом все понятно, то зачем нужен второй? Просто чтобы в фильме был чернокожий герой? Вы серьезно? Что этот нигер себе позволяет? Ты убил моего отца. Чувак, ты серьезно? Ты там сам сотни отцов и детей положил, а Аквамен твоему бате просто не помог. Да-да, мы поняли. Нужна красивая картинка для трейлера, задел на сиквел. Но почему он ведет себя как идиот? Отчитываться о своих действиях? Я уже заточил свои ножницы, чтобы показать вам, как на самом деле должен был действовать Черная Манта в фильме «Аквамен». Дим, ну что это сейчас было? Знаете, на что похоже? На старое кино, которое мы оба так любим. Сейчас я расскажу вам свой план, а потом попытаюсь убить вас самым нелепым образом, а вы найдете столь же нелепый способ спастись. А что, мне нравится.
Но это совсем другое кино. При всем уважении, Яхья Абдул-Матин II ни разу не Сэм Джексон. И когда он снова пускается в свои пространные речи, так и хочется сказать. Йоу! Закончил? Тик-так, мазафака! Поэтому вот как на самом деле должен был действовать «Черная манта». Ты хорошо пахнешь. Злодей Патрика Уилсона неплох. Он не просто обиженный братишка, который хочет власти, но и умеет за нее бороться. А еще он помешан на чистоте крови. Твоего мнения никто не спрашивал. Поганая грязнокровка. А вот Манта нужен только для сиквела, который у Аквамена, конечно, будет, но в этом фильме он был просто беспомощен. Я тоже за то, чтобы Манта сжег напалмом. И вообще к черту комиксовую стерильность. Либо не создавать ситуации, в которых должен кто-то умереть, либо мочить персонажей налево и направо. Аквамену нужен труп. Вначале я думал пофиксить фильм «Убив отца», а чтобы его не спасла мера, он захлебнулся и утонул. Тогда бы у Аквамена была дополнительная мотивация надрать зад Орму. Но зачем, если второй фильм подряд он произносит это? Помогаю, потому что больше некому. Потом решил убить Николь Кидман. Тем более, что это избавит нас от одного тупого диалога. Но мама у вселенной DC – это святое. Да и у Атлана очень важная роль в концовке. Про смерть Меры я даже не думал. Но вы только посмотрите на нее. И явный франшизный потенциал. Идеальный кандидат на убийство – это Вулко. Побочный персонаж, который выполнил свою функцию, обучил Аквамена, попался на измене. Ну и можно на покой. Живой труп. Это бы не только добавило мрачности, но и подтвердило бы посыл, что атланты не знают пощады. А так Орм взял и отправил Вулка в камеру с хорошим видом. Сын земли и сын морей. Разрешите подняться на борт? Так, Аквамен, как супергерой, он крут или бесполезен? Не, ну конечно, Крум, он же супергерой. Ну, что ты говоришь, он же супергерой. Даже если он не захочет, он может. Как в сценарии напишут, так и будет Да, крут. так, во-первых. Да. А что изменилось в персонаже по сравнению с предыдущими фильмами? Что мы нового о нем узнаем? Вообще его биографию, наконец-то мы понимаем, кто, откуда, и что его, грубо говоря, сделало таким, какой он есть. Плюс мы узнаем, какой он именно... Он сначала думает, что он человек, да, но у него там есть силы, но он не понимает, кто он. И вот часть фильма, он просто там парень, вот он там выпивает, что-то делает. И мы узнаем, какой он просто в жизни, такой вот. В джинсах, рваной какой-то куртке ходит, и как он общается. Интересно, когда он узнает, что он Аквамен, перестает пить? Вряд ли. Все-таки его обезвоживает? Не, он обязан употреблять, иначе с ним что-то случится. Ну а касательно актера, у тебя очень много общего с Джейсоном Момоа на самом-то деле. Ну смотри, вы примерно одного возраста, вы оба любите экстрим, у вас даже у обоих по двое детей, карьерные пики у вас даже примерно в одно время случились. У него «Игра престолов», у тебя «Жить». Момоа серфит. Да. И ты чувствуешь какую-то ментальную связь с этим актером? Ну, он, наверное, более такой, какой-то открытый, более... Ну, он вообще, мне кажется, не то, что не стесняется, а он вообще себя не сдерживает ни в чем. Такой, да, вот абсолютно такой более... Мне бы в этом хотелось быть на него похожим. Не то, что на него похожим, а мне бы хотелось иметь такое же качество, такой безбашенности, какой-то... Ну, конечно, хотелось иметь столько же волос на голове. Ты знаешь, мне просто очень симпатичен этот мужик, сам по себе, вот этот Джейсон Момоа. Он какой-то... Я бы подписался на Инстаграм. Он, оказывается, какой-то такой совершенно безбашенный. Чего мне иногда не хватает в жизни. Он ходит, что-то орет дурным голосом, что-то выпивает. Какие-то тусовки, какие-то гитары, какие-то...
При этом дети, там, у него семья. Слушай, ну вот мы посмотрели, как ты озвучивал Аквамена, и у тебя все так идет настолько легко, ты чуть ли не все реплики с первого раза записываешь. У тебя вообще сложности бывают какие-то в этом процессе? Вообще, если честно, для меня это самого было удивительно. Несмотря на то, что я первый раз там встал к микрофону, не знаю, лет, может, 10 назад, из-за работы в кино и в театре это достаточно редко происходит у меня. Недостаточно, а очень редко, я бы сказал. И меня все время потряхивает перед работой. Особенно, если это роль, там, или второго плана, или еще что-то. А особенно, когда мне сказал Сева Кузнецов, режиссер озвучания, что вот самого мне вообще было прям... Вот так это, Сева, как это будет? Это что-то голое. Ну, в общем, что Сева сказал? Он же опытный, да, человек. Он говорит, все. Ты, главное, приезжай в Волгу, и все. Это, наверное... Я не знаю, как это взял. Просто в какой-то момент, видимо, в процессе работы удалось просто расслабиться, и как-то само пошло. К сожалению, это пока еще не профессиональная такая штука, как в кино, когда я понимаю, что если, например, сложная сцена, я знаю, что с собой сделать, как мне к ней прийти. А вот в озвучании это намного более тонкий такой процесс, и пока я еще вот ищу какие-то ходы свои конкретно. Ты чувствуешь, что ты попал прямо в него, в персонажа? Не знаю, мне надо посмотреть, не знаю. Ну окей, по Лиге Справедливости-то там все равно уже... Это же не первый фильм в роли Аквамена, именно вот в голосе Аквамена, скажем так. Ну, может быть. Я когда озвучил трейлер к именно Аквамену, как-то вроде почувствовал, да, мне дали послушать, показалось, что это может быть, это похоже. Обычно минимум 2 смены, если это главная роль. Перерывы это на попить, на поесть. Ну да, выпить чаю, глотнуть. Особенно если приходится много орать, то там приходится что-нибудь поесть, чтобы как-то связки там немножко в себя пришли. А вообще, насколько это изнуряющий процесс? Там, сколько воды выпивает, сколько съедается? На самом деле, это если те, кто начинает, это очень сложно. Ну, по крайней мере, вот на моем опыте, на моем старте это было прям иногда... Ну, ты приходишь без голоса, восстанавливаешься и так далее. А есть профессионалы, которые могут просто часами орать. Режиссер озвучения? Нет, Сева это вообще легенда. Денис Шведов, он, в принципе, в дубляже-то новичок. А вы все-таки мэтр. У вас с 95-го года работ уйма. Но при этом у вас не было такого главной роли в супергеройских фильмах. Не хотелось вам тоже занять эту нишу? Вот чтобы... Ну, «Отряд самоубийц» почему? Уилл Смит, да. Да, можно сказать же, это как бы тоже, в принципе, наверное. Ну, может быть, еще не настал мой час. А хочется вам? Одной из моих целей как режиссера, у меня такая внутренняя задача, чтобы, в принципе, на вот появляющихся героев любой вселенной комиксов, да, были свои актеры, чтобы они не повторялись. У нас артистов не... Поэтому я был очень доволен, что мне Дениса удалось и заинтересовать, и потом заполучить, хотя у него очень сложный съемочный график, потому что это, в принципе, человек, который сейчас не пересекается ни в какой вселенной. Вдруг еще будет какой-то фильм, где они все будут пересекаться, что тогда делать, на самом деле. И, в общем, учитывать кастинг, думать о том, что есть люди, фанаты, которые эти фильмы смотрят подряд, и чтобы они не говорили, что вот, а почему он в одном фильме здесь злодей, а там плохой? Это же как-то... Что делать? Денис, супер важный вопрос, возможно, самый главный про Аквамена. Сколько примерно видов смеха ты насчитал у этого героя? Это было круто. Он, зараза, так умеет смеяться круто. Причем и как-то и когда орет, как будто смеется, и тихо, и в общем... Ты же говорил, что для тебя это, в принципе, проблема. Да. Посмеяться вот так, по заказу. Почему? В чем? Это прям большой страх. Не то, что проблема. Почему, если бы я знал, почему его уже не было, видишь, не боюсь, а у меня такой какой-то... Я когда подхожу к этому моменту, где это нужно, где нужно засмеяться, как будто срабатывает какой-то вот такой внутренний какой-то такой столб, что я не знаю, как будто я сам себе не верю, что сейчас это как-то органично.
Когда где-то там, ну, просто там в шутках или там, ну, где-то между друзьями, то это всегда свободно и легко. А вот так вот... Но у тебя не бывает проблем с другими эмоциями? Там надо где-то заплакать, что-то сделать? Как раз надо Со смехом. груз печали, это все, это вот раз и все. А если мы сейчас попросим? Два разных типа смеха Аквамена. Это барьер, нет? Боюсь, никто смотреть не будет. А фильм ты смотришь не в хронологическом порядке, получается? Вот когда озвучиваешь. Нет, обычно в хронологическом просто все замазано, многие какие-то спецэффекты вообще не показываются, много всяких, как это сказать, баннеров висит, которые там, благодаря которым мы не можем этот фильм выложить, если захотели бы, да, куда-то там. А сюжет вообще улавливается? Или ты так смотришь, а потом в кино приходишь? Ну, в целом, да. Ну, в таких фильмах, как, например, «Аквамен», там сюжет достаточно прост. Ну, там, да, там сложно говорить. Там, ну, в принципе, все по тексту и понятно. То есть для опытных артистов там это понятно, что все развивается поступательно. Некоторые проблемные моменты, такие спорные, вы просматривали английский вариант, а потом русский делали. И, собственно, английская интонация, она же отличается от русской. Это сбивает, помогает, как? Но иногда это вносит, да, некий ступор. Потому что я слышу, что человек говорит другое. А переводчик, а потом укладчик, он мог там, как-то по-своему это понять. Или... Важно еще важно в звучании именно кто укладывает. Насколько я знаю, я еще не суперпрофессионал. Это вот надо Севу Кузнецова и других поспрашивать про это. Но чтобы все именно было похоже по смыканию там, русский, английский, чтобы не было там, знаешь, ты говоришь, у тебя рот закрывается, а у меня, наоборот, открывается тогда, ну, как-то, чтобы хоть как-то совпадало это. Вот на «Аквамена» большая надежда, что он должен стать проектом, который прям вот поднимет. Ты веришь в это? Ну, если брать просто кино, не называя это, да, каким-то весельем, Да. просто кино про супергероя, мне кажется, оно очень зрительское, и мне кажется, оно будет иметь успех. Ну, давай представим, каким был бы фильм «Аквамен», если бы его снимал твой друг Юрий Быков. Что стало бы с персонажем? Какие были бы тона вообще? Насколько он поменял? Естественно, это был бы Новомичуринск, где мы снимали. Он бы сидел бы вот на этой трубе, которая там у него в каждом фильме. Сидел бы с трезубцем, да. Таким погнутым, ржавым. Таким. Рядом бутылка бы, естественно, была горькая. Так она и так у него. Ну, у него не горькая, я подчеркиваю. Это русский «Аквамен». Да, это русский «Аквамен», да. Вот. И он ни разу не изменился. Вот, в принципе, как так. От кого бы он спасал народ? Самое главное, от себя. Не только с Горького, но и, в принципе, социопат. Да, такой суровый парень, да, без компромиссов. Ну, наш главный вопрос, что бы ты исправил или улучшил в «Аквамене»? В персонаже, в фильме, в сюжете, в чем угодно. Наверное, я бы сделал, может быть, рейтинг чуть постарше. Чтобы, ну, по крайней мере, там, драки или какие-то опасные ситуации были более, не знаю, наполнены там... Кровью. Ну, даже не конкретное дело, что не все на крови, а там, как он расправляется с теми или иными там злодеями. Так, Плюс, чтобы ты переживал за него? Да, чтобы это была в этом реально какая-то существовала опасность. То есть там не хватает нерва? Да, не хватает. Нет такого, что вот, да, враг там, сейчас он придет, там плывут какие-то рыбы страшные, еще что-то. Ну, какой-то такой все равно. Не переживаешь за персонажа, да? Ну, вот я бы добавил, наверное, какую-то рейтинг. Повысил, это дало бы возможность на более какие-то откровенные в смысле драйва сцены. Смотрите кино. Смотрите Fix the Movie. Подписывайтесь на наш канал. Бонусы! Придумайте свой фикс на «Аквамена». Опишите его так, чтобы можно было нарисовать одной картинкой. Не обязательно серьезный. Ну и, собственно, мы приготовим вам постер, футболку и все, что пожелаете. В общем, хороших вам фиксов. Пока. Пока.
Если они, опять-таки, не поднимут возрастной рейтинг, то долго это не проживет. Когда человек там воюет с компьютерными рыбками какими-то там, и он не такой, у него не такая история и такая биография и слава, как у других там героев, там, да, как у того же Бэтмена. Он должен брать, он что-то должен привносить еще, помимо своего имени. Я Бэтмен. Окей, все идут на Бэтмена. Неважно, что там, как он, с кем, хоть он там цветы нюхает, понимаешь? Это была красивая речь.